Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, вчера вышел визовый бюллетень на январь месяц, и в этом видео максимально коротко я поделюсь с вами данными из него, а вы в свою очередь расскажите в комментариях, когда заполнили и отправили форму DS-260, пришел ли запрос на сканы документов и проверили их уже или нет. Такие данные помогут лучше понимать тенденцию работы консульского центра в Кентукки, который, как уже видно, сейчас работает далеко не в нормальном темпе и порядке, рассылая запросы не по номеру кейса, а в основном только тем, кто свою форму DS-260 заполнил в первые несколько недель после оглашения результатов. Так что делитесь своими данными в комментариях, такая информация важна для многих. Ссылку на визовый бюллетень для самостоятельного ознакомления я, как всегда, оставлю в описании под видео. А разобраться, как ним пользоваться и как в декабрьском бюллетене найти данные и на январь, вам поможет наше прошлое видео, где я рассказывала про это подробнее. Ссылка появится сейчас вот здесь и в описании. Но сейчас давайте взглянем на январские цифры. Африка с 7 тысячами в декабре прыгнула на 13 500, кроме Египта, чей current номер на январь составил 8 тысяч. Европа выросла с 7 300 на декабрь до 10 тысяч в январе. В Азии 6 тысяч, кроме Ирана и Непала, у которых, как всегда, свои номера. Если вкратце, эти цифры означают, что в январе теоретически пройти собеседование могут те победители, чей номер кейса ниже или равен номеру, указанному в бюллетене для конкретно вашего региона. Например, если ваш регион Европа и ваш номер 10 тысяч, вы можете пройти интервью в январе, а вот если ваш номер 10 001, уже не можете. Но, к сожалению, на данный момент цифры в визовом бюллетене всего лишь цифры, и реальных назначений в нормальном темпе и порядке до сих пор не наблюдается. Как долго это будет продолжаться, сказать сложно. В комментариях, как оказалось, у нас очень много оптимистов, которые считают, что ситуация, сложившаяся у победителей DV 2020 и DV 2021, их не коснется, и все будет проходить в нормальном темпе. Но, по моему мнению, даже глядя уже на текущую ситуацию, я бы готовилась к такому же раскладу и уже потихоньку вникала в тему судебных исков, которые могут стать единственным разумным выбором. Но речь в этом видео не про суды и судебные иски. О них мы рассказывали, рассказываем и будем рассказывать в других видео, так что следите за обновлениями на нашем канале. Как только выйдет новый визовый бюллетень, мы обязательно поделимся с вами этой информацией. И, конечно же, если будут важные, хорошие или плохие новости, стыки в работе консульского центра и посольств, мы тут же сообщим. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.